Друзья, привет! В этом видео вы узнаете актуальные цены в Польше на еду, жилье, транспорт, одежду и не только. Это будет влоговый формат. О, ура! Возможно, вы за ним скучали, где я покажу все наши траты за день и в конце подсуммирую, сколько же стоит один день жизни в Польше. Ставьте лайк за идею и приятного вам просмотра. Начнем с завтрака. Сегодня у нас по плану яичная запеканка. Для нее нам потребуется, так, фудблогер Катя зашел в чат, для нее потребуется тортилья, шпинат, яйца, специи, соль, бобы для белка, сыр, лук и помидор. Все это нарезаем, смешиваем и в духовку. Вот такая вот красота получается. Вкусно и сытно. За вас. Ну и как вы поняли, я во время завтрака принимаю разные витамины, лекарства, потому что сейчас прохожу лечение, свой дефицит железа повышаю, но все-таки не будем эту тему поднимать, потому что про медицину в Польше можно говорить много, и мы ее как раз сейчас очень хорошо тестим. Если вам интересна эта тема, интересно, как вообще работает медицина в Польше, аптеки и все такое, цены, врачи, то после просмотра этого влога переходите к отдельному выпуску о медицине, на который мы потратили больше 3000 евро. Ссылку я оставила в описании. Ну и конечно, какое утро без кофе? Мы вообще заядлые фанаты чая, но от вкусного кофе никогда не откажемся. Поэтому заказали себе и кофе, и чай у очень крутого украинского бренда. Ну что, пробуем. Кофе вкусное, оно немного горькое, но не сильно. 2 из 5 как раз как-то написано. Немного чувствуется кислинка. И послевкусие такое шоколадное, как будто съел черного шоколада. Или конфету с черным шоколадом. И самое главное, что меня впечатлило, это, конечно, запах. Он здесь очень сильный, напомнил мне нашу поездку во Львов. И так немного пробило на ностальгию. Топ-3 причины брать кофе в 25 Coffee Roasters. Их кофе не только очень вкусное, но еще и полезное, никаких ароматизаторов и только свежая обжарка. Компания активно помогает ЗСУ и животным, которые пострадали от войны, и вы можете быть причастными к этому доброму делу, покупая благотворительное кофе. А чтобы вам было проще подобрать то самое идеальное кофе, вам бесплатно поможет личный менеджер в директе или по телефону. И самая крутая новость, теперь 25 Coffee Roasters доставляют кофе и в Польшу, причем бесплатно и курьерам при заказе от 1500 гривен. А с промокодом Троценко вы получаете скидку 10% на все кофе, кроме дрипов, комбо и наборов. Кофе действительно очень вкусное, поэтому от всей души советую заказывать его для себя или близким на подарок. Любой кофеман это заценит. Промокод будет действовать ровно месяц выпуска этого видео, так что успейте использовать. А мы переходим к рум-туру. Квартира у нас вот такая вот уютная, это наше основное пространство. Вот, кстати, рабочие места. Мое рабочее место выглядит так, оно очень пыльное, не обращая внимания. На самом деле очень удобный стол, можно по краям работать, а в середине есть. Вот это продумано. Ну, собственно, вот такая вот кухня, уютная, красивые цвета. Здесь находится душевая комната, тоже очень нравится, красивая, вообще прям стильная, максимально. Но я ее уже нахвалила в переезде, пожалуй, хватит. И последняя комната. Кстати, вот наш вид. Маленький балкончик, на котором мы один раз сидели, между прочим, потому что, когда мы приехали, было очень тепло. И мы там один раз поели, успели. Красота, лепота. И в комнату идем, точнее в спальню. Вот она такая. Тоже красивая, стильная. Собственно, день жизни в этой квартире стоит вот столько. Может показаться, что много, но я напомню или скажу для тех, кто не знал. Мы с Андреем часто переезжаем, живем по примерно месяцу, 2-3 в разных квартирах, в разных городах, потому что мы исследуем разные города Польши, у нас такая концепция жизни. И самый удобный, по крайней мере для нас, наш любимый сервис для брони краткосрочного жилья, надеюсь, нормально сказала, это Airbnb. Я про него уже везде говорила, осталось, чтобы они мне заплатили. Я получала как бы деньги за свою рекламу благотворительную, вот.
Но очень классный сервис, мы его обожаем. Да, он дороже, но он супер качественный и проверенный. Мы не мы, если перед выходом не перекусим. И перекус у нас такой, опять-таки, интересный. Это у нас будет шаурма, где шпинат, крем-сыр, бобы и курица. Все. Конечно, идеально еще курицу поменять на колбаски, очень вкусные, копченые, но так полезнее. Это просто сплошной белок. Тут, кстати, в шпинате есть железо, клетчатка. Вот, очень сытно, постоянно делаем именно такой перекус. Немного про транспорт в Польше. Сразу скажу, что мне здесь он очень нравится, потому что в больших городах здесь работает общая система транспорта, что очень удобно. Легко купить билеты, использовать и вообще передвигаться по городу. Например, в Варшаве очень популярно метро, а в Кракове, где мы сейчас находимся, трамваи. Поэтому мы катаемся только на них, и этого вполне хватает. Как вообще можно купить билеты? Это делается очень быстро. Вы заходите в приложение Як-Дояде. Здесь вы можете увидеть, что есть обычные билеты, льготные. Мы всегда берем обычные и на 20 минут, которые стоят 4 злотых. Также есть на 60 минут, на 90, на 2 или 3 дня и также групповые. Зависит от вашей цели. Вы просто нажимаете на нужный вам билет, нажимаете «Купить» и пишете номер транспорта, ну если говорить про Краков, потому что это специфика Кракова, пишите номер транспорта, он индивидуальный, и покупаете билет. Потом приложение говорит, когда этот билет истекает. Мы сейчас попали на главную площадь старого города Кракова. Но мы здесь долго не будем задерживаться. Здесь, кстати, людно сегодня. О, лошадки! Их тут очень много. Здесь очень людно, не только потому, что здесь много туристов, но еще потому, что завтра Пасха в Польше. Вот. Ну, мы здесь так немножко зашли, показать вам пару кадров, потому что главная наша цель — это галерея Краковская, а точнее шопинг в ней. Короче, зашли мы в старый город на пару кадров, на пару минут и попали на ярмарку, с которой просто еле выходим, потому что здесь очень атмосферно, очень много вкусной еды, приятных запахов, именно вот польской еды и не только. И там разных еще сувениров, вещей, просто было интересно все это посмотреть, немного подсняли для вас. Но сейчас будем бежать в наш ТЦ, потому что одежда не ждет, шопинг не ждет. У нас очень большие планы на него. Надеюсь, не устанем. Погнали. Ё-моё, ну и голубятня. Мы с вами дотопали до галереи Краковской. Здесь еще такая небольшая ярмарка, сырная, колбасная. И галерея, собственно, Краковская, это самый популярный торговый центр Кракова. Он очень большой, прям очень, и через него можно выйти на вокзал. Мы уже дома, наконец-то приехали, очень устали. Будем сейчас есть, отдыхать. Покажу, что купили. Улов у нас небольшой, всего лишь 2 вещи с H&M. Больше мы не успели взять, потому что все закрылось, к сожалению. Хотя план у нас был большой. Итак, первая вещь — это такая вот черная майка. Мне для дома, очень мягкая, очень приятная. И нам повезло, что мы взяли ее по скидке. Вышло, кстати, 30 злотых. И вторая вещь просто обалденная. Такой у меня еще не было. Вот. Это такой типа пиджак, но укороченный, без пуговицы, белого цвета, очень приятный на ощупь, он такой прям легкий-легкий. Он вышел, так, если в злотых, 130 злотых, в гривнах пишет 900,
но может быть другая стоимость. Тем временем уже прошло несколько недель, и мы докупили оставшиеся вещи, ну, до сих пор не все, потому что нам тяжело выбирать одежду, мы очень тщательно все выбираем. И сейчас покажу еще несколько вещей. Все это будет из масс-маркета, из торговых центров, даже будет одна обувь. И назову еще несколько актуальных цен. Первая вещь, которую мы взяли, которую я давно хотела, это обувь. Наконец-то что-то новое, потому что я всегда ходила в кроссовках просто круглый год. Взяла вот такие вот лоферы. Немножко неудобные, но это, наверное, я просто привыкла к кроссовкам, и они стоят 160 злотых. Следующая вещь — это вот такая вот синяя кофта, такого бирюзового цвета, с капюшоном, спортивная. Андрей ее взял для себя, очень удобная, мягкая, и мы ее взяли в магазине Хаус. Стоила она 120 злотых, но немножко больше, чем другие подобные кофты, но она очень удобная, поэтому Андрей выбрал ее. Также мы взяли носки, я взяла себе 3 пары, 2 в стирке, показываю одни, в общем 3 примерно такого типа, и стоили они 30 злотых, брали мы их в H&M, и получилось по скидке, так было бы чуть дороже. Также Андрей взял себе 3 пары носков, так же как и я, просто белые, в магазине Кроп, и стоили они тоже 30 злотых. Следующая вещь — это вот такая вот футболка фиолетовая с очень красивым рисунком, она мне прям сразу понравилась, я вообще влюбилась, как вы видите, в такой фиолетовый малиновый цвет. Взяли мы ее в магазине Pull&Bear, и стоила она 40 злотых. И также, собственно, я взяла вот этот свитер, очень красивый, яркий, я вообще в восторге. Теперь буду все разговорные видео в нем снимать, и стоил он дешевле, чем футболка. Взяли мы его, кстати, в магазине Sensei. Там тяжело выбрать что-то хорошее, но цены там очень низкие, поэтому мы туда зашли первый раз, и я нашла себе эту вещь, и чему очень довольна. Стоил он 30 злотых. Вот такие вот покупки. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если да, с вас лайк. Пока готовится нормальная еда, у нас будет перекус, потому что долго ждать. Пасха. Давно не ели именно такую пасху. Выглядит просто красиво. Ну, правильно, кулич. Пахнет обалденно. Взяли, кстати, в украинском магазине. Ну, как в украинском? Там есть украинские товары и, в принципе, товары из разных стран. Такие деликатесы. Вот, и чай. Не спрашивайте, почему 4 чашки. Ладно, спрашивайте, потому что обычные большие, мы с больших пьем. Они сейчас в посудомоечной машине, мы забыли их помыть. Вот такая вот красота. Обед у нас как-то прошел мимо, так что считаем, что это ужин. Мы приготовили пюре и курицу и брокколи в духовке. Ну что, наш день подходит к концу, поэтому время сплюсовать все траты. Даю вам 3 секунды, чтобы поставить свои ставки. 417 злотых мы потратили за сегодня, это примерно столько долларов. Если убрать одежду, то получается 246 злотых. Конечно, эта сумма может быть разной, все зависит от ваших потребностей и возможностей. Я лишь поделилась своим опытом. Если видео было для вас полезным и интересным, обязательно дайте знать лайком и комментарием, а мы увидимся с вами совсем скоро. В следующем видео. Пока!